Друзья мои, еще раз всем привет. Приятного просмотра. Я сразу прям особо долго, как всегда, байтить там на подписке не буду. Ну, кому не сложно, подпишитесь. Очередная серия по Ведьмаку. Поехали. Так, я все-таки хочу добить квест с этим солнечным камнем. Ёптить, а как мне туда попасть-то? Окей. Сейчас сделаем, не ссыте. Сейчас мы через порт, я знаю, как мы прыгнем. Ну, плыть все равно придется. Не, ну мы столько шли по этому квесту, что же я его бросать, что ли, буду? Так, ну я предлагаю, наверное, вот сюда портнуться. Дернуть корабль. Бессонная ночка, Бля, надо было прям вдоль этого идти, вдоль берега. Здесь я затупил, надо маленько по-другому здесь сделать. Слушайте, а может откуда-то сверху приплыть? Бля, нет, все это далеко очень. Все это очень-очень далеко. Проще все равно отсюда. Проще, друзья мои, отсюда. Блин, ну плыть нам прилично, конечно. Ну ничего. Сейчас мы постараемся как можно меньше отвлекаться. Сейчас всякие эти гарпии, не гарпии, всякая эта шняга будет нам мешать, но... Знаете что, я, наверное, через этот не поплыву. Я возьму-ка я вот сюда вот сразу. Сразу на большую воду выйду. Я боюсь, там какой-нибудь будет тупик, какие-нибудь ворота, еще какая-нибудь шляпа. Через эти горы плавать такое себе. А здесь как-то спокойнее. Почти уже 30-й левел. Кит! Не зря я так поплыл. Ты видел там? Нет, на горе. Эй, алло. Это же тот самый белый кит, которого ты искал. Слушайте, я надеюсь, я правильно плыву, а то я сейчас... Боже мой, это мне такой крюк надо дать будет. Хрен с ним. Жалко, плыть побыстрее нельзя. Да и ладно. Знаете, море тоже это, конечно, круто. Блин, всегда мечтал на какой-нибудь, знаете, лодке уйти, рыбу половить в море или что-нибудь типа такого вот. Знаешь, просто выйти... Мать, не мешай мне здесь. Думу думать не мешай. Женщина. Давай-ка без вот этого. Я тут размышляю, философствую. А ты мне тут это орешь на ухо. И ребятам он еще нескольким десяткам тысяч орешь. Хорошо было бы половить рыбу. У меня, кстати, за всю жизнь никогда не ловил вот где-то на большой воде. То есть никогда не был я на рыбалке. Вот почему-то всегда или на реке. В Мурманске жили, это мы с причала ловили. Но вот так, чтобы где-нибудь с лодки, с какой-то, с катера или еще с чего-то. Никогда. Всегда как-то с берега. Кстати, кто-то, если кто спросит, фанат ли я рыбалки, ребят, я не скажу, что я фанат, но я бы, допустим, с радостью... Знаете, я так, давайте по-другому скажу. Здесь в любой рыбалке, вы сами знаете, что самое главное. В любой рыбалке самое главное — это хорошая компания. Так что главное не где, а главное с кем. Наверное, вот так вот правильнее я выражусь.
Блин, вот я балбес, можно было проплыть. Ну ладно, буду знать, ничего страшного. Зато, по-моему, можно. Да, вроде бы можно. О, сейчас здесь начнется вопли, крики, визги. Да иди в сраку. Слушайте, весело у вас тут. Вообще, говорит, похер, даже дверь открыта. Вообще просто. Вы там давайте все это. Прекращайте дурковать. Мы, кстати, почти приплыли. Наверное. Я ж сюда плыву. Ну да. И вот, зараза, есть лодка стоит, и больше ничего нет. Вообще ничего. Как это работает? Тупо пещера. В каком-то... Древняя гробница, да, она, кстати, так и называется. И порт сюда открылся. Ой, как удобно, а. Ну и ладно. Хорошо, хоть порт открылся, я так скажу. Чё бурчать-то? Открылся и открылся. Замечательно. Эй, посмотри. О! Посмотрел, спасибо. Пойдем. Так. Сорян, не то. Так, вот правильно. Так, мать, куда И дальше? что Давай теперь? веди. Собираешься отрастить себе новые глаза, как Вильгефордс? Когда я его убил, процесс восстановления еще не закончился. Выглядело это отвратительно, но Сирена. сказал, Ты ей не понравилась. Чё это? Я красивый. Да, с новым мечом. Утопцы и все остальные. Мать, давай слезай. Хорош там. ну, сколько мне еще ждать? Ее охраняли утопцы. Зараза, сколько. Надеюсь, ты не собираешься разгребать артефакт. Мы не за этим пришли. Кого разгребать? Да не особо я как-то и собирался. Мне главное, там сундучки вот эти всякие. Не забывайте. Только как мы теперь заберемся наверх? По лестнице. Сейчас я ее починю. Как? Что, так можно, что ли, было? Готово. Пойдем. Я заметила, что все это напряжение между тобой, Йеннифер и Трис плохо влияет на Цирилу. Нет, мать, никакого Похоже, напряжения. вы не представляете, как это выглядит со стороны. Трис изображает старшую сестричку Цири, а сама только и ждет, как бы прыгнуть к тебе в постель. Вы с Йеннифер играете в Да, так что если вы хотите чувствовать просто нет места. Блин, сколько контроля в него, бедолагу, вливается, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это было очень больно, кстати. Неплохо, я тебе скажу, эту гробницу охраняют. Прям конкретно. Что здесь прячут? Надо повнимательнее здесь быть. Реликты тут, я смотрю, бесхозные лежат прям тоннами целыми.
Так что надо... Что вы тут это... Разбрасываете тут ящики. Дядь Лёшу провоцируете. Что теперь? Похоже, мне все придется делать за тебя. Ну ты магичка, ты и Видишь делай. стража, который выглядит так, будто ждет платы? У меня нет мелких денег. Платить надо кровью. Этот страж — Фиолан, персонаж из эльфской легенды. Ты что, правда ничего не читаешь? Нет. Ты, мать, что-то какая-то психическая немножко. Самую малость. Прошу. Спасибо. У Йеннифер должно быть действительно огромное влияние на Императора, если он гарантировал ложе безопасность. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что мне Что задолбали я думаю? ваши интриги подковерные. Ты Я правда все хочешь сказал. просто так поговорить об этом, безо всякого... Геральт, я устала, давай присядем и поговорим. Тебе так важны предварительные игры? Это ваше дело. Договор с Эмгыром — ваше дело. Ты не со мной об этом разговаривай. То есть она тебе ничего не сказала? А что она сама собирается делать? Разве она не хочет стать советницей молодой, многообещающей императрицы? Держись подальше от Цири. Она уже взрослая, Геральт. Ты все время забываешь, что она уже может решать сама за себя? Так что, идем? Ты мне не нравишься, мать. Ты мне вообще с самого начала не Тебе не понравилась. кажется, Какая-то что пора уже перестать вмешиваться в жизнь Цири? какая-то Нет. мутная. Ты же знаешь, что не можешь отгонять нас от нее своим мечом, как стаю волков. Могу и сделаю это, если придется. Я, мать, другое да знаю. Что если что, я вам всем бошки Погоди. поотрубаю за Цири. Тут что-то есть. Чувствуешь? Говно и воняет. Мой медальон. Не смеши меня этой своей висюлькой. Настроиться на магию эльфов куда труднее, чем почуять смердящего беса. Смотри. Архан Люмар! Чуть сразу висюлька-то. Нормально же общались. Нихера себе. И что? Это значит, солнечный камень где-то здесь. Ну, что стоишь? Попробуй подвигать зеркала. Чего подвигать? Нихера не понял, но очень интересно. Как они вообще двигаются? Ты кто, родной? Там быканул или мне показалось? Что это вообще такое? Куда он двигается, зеркало? Блять, понять бы. Понять бы, что надо сделать здесь. Вот это было бы вообще великолепно. Сейчас они светят по кругу. Отсюда дается свет. Это светит сюда. Как их надо подвинуть? Хоть бы немножко рассказали бы, я не знаю. Еще по этим, блять, пригоркам лазить. Как и куда надо поворачиваться? Настроить просто систему зеркал. Тупо настроить систему зеркал.
Ты хорош, ты чё, родной? Короче. Я в лоб ему пойду. Неплохо. Я не могу понять, что надо делать. Здесь всего два положения этого зеркала. Хоть убейте, пока не пойму всю эту систему. Так, ну ладно. То ли чтобы они в одну точку. Типа какая-нибудь подсказка, что ли, я не знаю, была. Висит один фонарь, от которого идут все эти. Здесь вообще пусто, здесь ничего нет. Блэд. Здесь тоже ничего нет? Шокирующее эхо самое сильное. Ну давай же. Он где-то здесь. Мать, ты бы хоть, я не знаю, хоть какой-нибудь спойлер, там подсказку кинула. Мозг сейчас сломается. Вот он. Я все знал. Я с самого начала, я просто гений. На самом деле на шару покрутил, хер его знает. Ну, наконец-то. Давай его мне и пойдем. Не так быстро. Мы должны кое-что обсудить. Я тебе сейчас башку здесь Да, твою угадай, оставлю, ты должна алло. лететь. Сейчас ты скажешь, что по какой-то причине солнечный камень тебе куда нужнее, чем нам. Обернешься совой и... Не знаю, с чего тебе это пришло в голову. Сейчас безопасность Цири для меня важнее всего. Сейчас. Я хотела поговорить с тобой о будущем. О моем будущем. Господи, блядь, женщина, ты в следующий раз одна сюда пойдешь. Не волнуйся. Император наверняка найдет тебе какое-нибудь занятие. Перестань острить и слушай внимательно. Как только мы одолеем дикую охоту, и Цири будет в безопасности, ошеломительная карьера Йеннифер при императорском дворе закончится. С моей точки зрения, все складывается замечательно, потому что меня не интересует возрождение ложи, если у меня в ней не будет решающего голоса. И ты все это говоришь, потому что... Когда мы разгромим дикую охоту, ты собираешься ускользнуть вместе с Цири через черный ход и затаиться где-нибудь в глуши, так? Нет. Это очень романтично. Но вместо того, чтобы портить девушке жизнь, лучше возьми с собой Йеннифер и исчезни. Думаю, Трис будет возражать. Ах так. Тогда дай Йеннифер дружеский совет. Тебя она послушает. Я попробую это сделать. Это все? Еще рекомендации? Или мы можем возвращаться? Иди. Я знаю, что у тебя много дел. Я как-нибудь буду- Еб ты мать, да портни ты меня вместе с собой. Я уже... Опять бежать. Господи, да за шо, а? Да за шо? За шо, сука? И вот как мне теперь здесь отсюда дорогу, найти? 30 левел. Где выход отсюда? Бля. Я хз, где выход.
Сейчас, я чувствую, мы здесь на шару будем бегать. О, нет. Или да. Призраки. Я не знаю, как отсюда выход найти, но... Ты, ёпта, не запарился, нет, там? Со своей Что этой это может быть? зубочисткой там тыкать. Дроп с вас интересный, ребятки. Блин, пластины из темной стали. Не то, что нужно. Не то. Устанавливаем эликсиры, жмем F5. Теперь просто думаем, как отсюда выбраться. Я не знаю, каким макаром мы отсюда вылезем. Но идти нам куда-то надо очень далеко. Здесь, по-моему, лестница была какая-то. Или не была, блядь. Все, я помню. Тут сундук мы обшарили. Значит, мы потом шли сюда. Стоп. Здесь вот эта лесенка. Лестница. Да ладно, что с первого раза, что ли? Медальон дрожит. Это место силы. Пустяк. Так, какое мы теперь задание будем делать? Я думаю, что на императорский корабль надо бы. Да, пожалуй, мы так и сделаем. Сейчас бы только найти бы нам все-таки выход. По-моему, все-таки вот сюда. Это что такое? Что за тайная, блядь, пещерка? Всего доброго. Я вообще... Я хотел бы пожелать доброго там пути, здравия и всего остального. И побольше желательно. Ёпта, у меня чуть сердце не остановилось. Вы что делаете-то, родные? Так. Тормозим. Теперь мне нужно на корабль пробраться. Где его корабль? Вообще идеально просто. Чё, блядь? Что? В смысле? На большое расстояние, что ли, типа, портиться не можешь? Что за бред? Не, я туда точно плыть не хочу, это очень далеко. Распогодилось. Под покровом темноты. Так, ждем покрова темноты. Найс, блядь, покров темноты. Не знаю, так пойдет. Поплыли, чё? Блин, нифига себе, он тут флот подогнал. А, там типа фонарики. Я как этот, как его там, Дункан Маклауд, Чини Маклауд.
Херовый у вас, ребят. Ничего не видно, нет там? Ну ладно, это самое главное. Главное, что ничего не видно. Меня в детстве родители как-то брали нас с Келли. Да? Зачем еще? Тут же ничего нет, одни только скалы. Так, гробницы, пробраться на ничего. корабль. А где же нам пробраться на него? Сейчас разберемся. Как же здесь пробраться? Через якорь, что ли? Не стрелять! Это ведьмак! По приказу императора! Не стрелять! Все, тормози, родной там. Не стрелять. Здорово, парни. Ведьмак, какой приятный сюрприз. Соглы. Благодарю за теплый прием, император. Он был бы иным, если бы ты появился с моей дочерью. Где она? Она недалеко. Недалеко белый волк ты. От того, чтобы расстаться с головой. Ты настолько нахален, потому что думаешь, что сейчас я не причиню тебе вреда. И ты прав. Но однажды это изменится. Ты не всегда будешь необходим и неприкосновенен. Ты тогда свою дочку будешь искать, я не знаю, это Но потеря хватит об сознания. этом. Не будем опережать события. Что тебе нужно? Фрингилия Виго. Ты обещал Йеннифер освободить ее. Я понимаю, ты человек занятой. Так что вот письмо. Может, оно освежит твою память относительно ложи. У Йеннифер даже самые вежливые просьбы выглядят как угрозы. Это мне в ней всегда нравилось. Хорошо, пусть будет так. Ты правда готов их простить? Амнистия в обмен на помощь. Я не нарушу договора, который заключил с Йеннифер. Ты не ответил на мой вопрос. И не обязан. Мне пора. Хоть в чем-то мы согласны друг с другом. Стража! Привести Фрингилью Виго. Можете снять с нее 2 мили. Двемерит, я так понимаю, сдерживает ее магические способности и всю эту прочую ерунду. Короче, типа как. Насколько я слышал, представлять вас не нужно. Прощаюсь. Фрингилия. Давно мы не виделись. Остальные чародейки сейчас в Генваэле у Артскеллиге. Мы на лодке... Меня уже тошнит от лодок. Прокастует сейчас просто. А меня от телепортов. Ну, делай, как тебе нравится. Мать, с собой телепорта закрой. А где Йеннифер? Она скоро будет. И она наверняка захочет с тобой поговорить. Так. Узнать, что скрывает... Вот, меня вот это вот Не интересует. сомневаюсь. Так, а как нам туда попасть? Ох, ёпта, ты, друг, забрался, бля. Как хорошо, что я купил карты. Господи. Ой-ой-ой. Сорян, девчонки. Я тут просто... Так, отвлекся на 2 секундочку. А? Мы служим той, что Сейчас прикинь бы, я туда вечная плыл. дева, мать и скажи. Проще 200 монет было отдать и все, и вообще не париться. Всем, кстати, рекомендую, ребят, покупайте карты, потому что безумно удобно. Когда все переходы открыты. Уже намазали? Намазали. Пошутил бы сейчас, кому еще намазали, но не буду. Вот в коев, вот когда бы еще был телепорт сюда открыт? Да никогда. А здесь прям вот телепорт, прям в этот. Угу. Здесь меня уже ждут. Если вход так хорошо защищен, Что-то мы меня- наверняка найдем там что-то интересное. Ну что, обличающие письма, шкафы, забитые скелетами.
Мы даже дверь пока не открыли. Это сложная магическая блокада. Попробуем. Каякар Лиген. Что-то я так чувствую, сейчас вот эти парни... Мы разбудили стража. Я им займусь. Я попробую взломать барьер. В принципе, я даже не особо удивлен. Нереальная контроля, нереально дамага, просто очень много, просто максимально в силу. Нехорошо. Да ладно, мне даже жалко его. Сейчас второе живет, я прям уверен. Нет? Нет? Ну ладно. Идем. Пойдем. На Используй лабораторию ведьмачье не похоже. чутье. Тут довольно уютно. Это ни о чем не говорит. Давай осмотримся. Все-таки как-то Как низко как обычно, рыться в его бумагах. потайные всякие сама двери хотела и сюда прочая прийти. херня. Это должно быть портрет Цири. Нет, это не я. Шрама нет. Да нет, ты, точно ты. Хорошо подмечено. Ты уверена, что Авалак интересуется тобой только из-за твоих способностей? Очень смешно. Ну, да, кстати. Может быть, он реально влюбился в нее. Здесь такое под вопросом. Так, осмотреть. Не знал, что он любит сладкое. Гляди, Геральт. Может, он тут свидание готовил, я не знаю. Чё? Похоже, кто-то был здесь. Буквально минуту назад. В смысле? Авалак на корабле, точно. А если нет? Хватит. Дистиллят? Пахнет Вербеной. травой. Вроде ничего ужасного. Погоди, это еще не вся лаборатория. Епта, скандалы, интриги, расследования, разоблачения. Пацаны, что-то я так чувствую, я скоро тут сам буду. Что это такое? Я чувствую себя так, будто вошел в спальню. А, она длинная, эта лаборатория. Смотри, она докуда идет. Ни хрена себе. Целая хата его. Ян, Ёпты, тут фамильное древо, что ли, на стене? Обалдеть. До 158-го коления. генеалогическое древо АНХ-НХР старшей крови. От Лары Доран. До меня. Ты никогда не показывал мне полной версии. Я не знала, что Ведимонт Эзаидирна тоже был моим предком. Это который наказывал дочерей раскаленной кочергой или который приказал ослепить собственного отца? С дочерьми. Полной версии я и сама не видела. Похоже, Авалак исследовал все линии гена Лары. Даже те, которые мы считали исчезнувшими. Оставим это. Ничего нового мы не найдем. Как знать. Я тоже не хочу этого читать. Мне интересно, что здесь можно нарыть. Посмотрим, что на самом деле задумал Авалак. Ну, так вещаться, воровать я у него ничего не буду. Мать твою, кто? Здрасте. Как вы сюда вошли? Ты кто? Кто ты? Не твое дело. Убирайтесь отсюда. Ты, мать, там поменьше пукай.
Ты была в Тирналиа. Невероятно. Я думала, для вас все эльфы выглядят одинаково. Если ты ищешь Авалаха, Эльфийка. его здесь нет. Я знаю. И все равно пришла сюда, чтобы порыться в его вещах. Мало он старается, чтобы уберечь тебя каждый раз, когда ты Это делаешь эльфийка. какую-нибудь глупость. Да что ты об этом знаешь? Вполне достаточно. Он много о тебе говорит. Например, что? Не понимаю, как он мог разглядеть в тебе черты Лары. Это же все равно, что пить воду из грязной лужи. А, он ее, господи, Но я он, догадываюсь, что это как-то облегчает ему выполнение задания. он, короче, ее представляет. Какого задания? То есть Цири на кого-то Думаешь, он похожа. связался с тобой из удовольствия? Даже мне от твоего вида делается нехорошо. Невероятно. Почему-то эльфы вроде тебя всегда уверены, будто они лучше людей. Она не человек, а полукровка-выродок. И мы вынуждены использовать ее. Это так унизительно. Мне кажется, сейчас кто-то в дыню получит. А у эльф, кстати, таких сисек нет больших никогда. Да, ни в каких играх. Еще одно слово и... И что? Ты ничего не изменишь. Пусть она делает свое дело, а потом Авалак наконец избавится от нее. Молодец, мать. Все просто всех всучила. О, ковер на стене. И у меня у бабуль такой же Если висит. он настолько меня ненавидит, почему он не сказал мне это прямо в лицо? А я бы не верил ей. С первого слова. Цири, Тут такое. надеюсь, ты не поверила? Очевидно, что она слишком заинтересована в этом деле. И что с того? Если они так меня презирают, то пусть оставят в покое. Блять, плюс истерика, а? Очередная. Цири. Ну что, боишься, что я сейчас все разнесу, как в Каэр Морхене? Жаль, я не могу сделать этого по своей воле. а только Обожаю, по блять, удовольствию. истерики. Эта эльфка была права. Ты даже не собираешься меня успокаивать? Нет. Тебе ген Лары, и с этим ничего не поделаешь. Ты получила ее талант и ее силу. Эта эльфка отдала бы 100 лет жизни, чтобы оказаться на твоем месте. Сомневаюсь. Ты родилась с великим даром. Как ты его используешь, зависит только от тебя. Что это? Ожерелье Лары Доран. Красивое, но... Носи его. Откуда он знает, какое у нее было ожерелье? Типа... Логика. Пойдем отсюда. Геральт? Геральт. Мне почему-то всегда казалось, что эльфийки не похожи на портовых шлюх. Они более какие-то симпатичные, что ли. Что как-то прорисовали эльфийку странно. У них такие всегда утонченные черты лица. То есть какой-то, знаешь, такой вот у них прям вот идеальная внешность, Нам я бы сразу сказал. нужно На любой на вкус корабль. причем. Ты хочешь еще что-то посмотреть? Не здесь, на Хиндерсфьяле. Я познакомилась в Лафотене с одним парнем, с Киалем, и хотела бы... Ясно. Что случилось? Цири. Он умер. Дикая охота. Все? Никто не выжил? Скияль погиб позже. Ты уверена, что это был он? Ты встречалась с ним? Я была там и видела его тело. Ты сходишь со мной на его могилу? Я хочу хотя бы попрощаться. Чё за жесть, а? Пойдем, конечно. Ну чё, мы не люди. Я что ли? пойду с тобой.
Спасибо. Да нет, что ж я брошу, Можешь что ли, открыть Цири? нам портал на Хиндерсфьяль? Могу. Ну, идем. Только не задерживайтесь, хорошо? Хорошо, мам, как скажешь. Пока. Не будем задерживаться. Давай посмотрим, могила должна быть совсем свежая. Спасибо, что пришел. Не люблю я ходить по кладбищам, особенно одна. Пойдем поищем. Посмотрим вместе. Пойдем. Лассе сын Ньорда. Олаф сын Уве. А у них Инге, кладбища дочь такие, просто Тротнера. камень, типа. Холера. Его здесь нет. Нет могилы Скияля. Геральт, я не уйду отсюда, пока не похороню его. Подумай, что могло случиться с телом? Его не сожгли. Так хоронят королей и героев. Сомневаюсь, чтобы его оставили лежать в саду. Ублюдки. Что? За Ну, деревней могли есть оставить. такая яма. Туда сбрасывают овец, павших от ящера. Ночью крабы объедают их до костей. Да ладно. Жесть, блин. Что вы здесь делаете? То, что вы должны были сделать уже давно. Хороним Скияля. Вы хороните труса, вопреки решению старейшин. Уходите отсюда. Вы попираете наши законы. Нас не связывают ваши законы. Да. И наших обычаев вы, как видно, не понимаете. Место труса в канаве. Скияль вам жизнь спас! Дикая охота гналась за мной. Если бы Скияль не увел меня, от Лафотана вообще ничего бы не осталось. Чего это призраком может понадобиться от какой-то девки? Ты ж... О, Я господи! не какая-то девка. А тот, кто хоть пальцем тронет эту могилу, в этом убедится. Могилу никто не тронет. Единственное, что старейшины наказывают суровее, чем побег с поля битвы, это осквернение могил. А то, что ты сказала, не знаю, правда это, нет. Пусть Скияля судят боги. Ну, хоть так благоразумнее будут. Хорошо, что мы сюда приехали. Ты не представляешь, как это мучило меня. По крайней мере, они не будут поливать грязью его имя. Пойдем отсюда. Возвращаемся на корабль. Угу. Угу. Здесь даже лишний раз ничего комментировать не хочется, потому что очень такая атмосферная очень игра получается. Так, пойдемте еще сообщим ему. Добрый бы из тебя вышел моряк. А же реально все готово? Да, все готово. Первого блюда. Не сомневаюсь. Зачем вы вообще туда пошли?
Ну что ж, друзья мои, давайте здесь, наверное, подведем итог этой серии. Получилась очень такая интересная, загруженная серия. Немножко приоткрылась нам тайна Авалак. Оказывается, Цири все-таки на кого-то похожа, может быть, на его возлюбленную. Видишь, он ее нарисовал именно без шрама, потому что Цири... Хотя шрам, наверное, ни на что не влияет. Может быть, он и к Цири испытывает какие-то чувства. Я думаю, игра нам дальше это даст хоть немножко как-то знать, понять вот эту линию. Похоронили мы бойца, которого... Скьяля, которая очень, я так понимаю, любил и в котором была привязана Цири. Похоронили достойно, и теперь он не будет лежать в яме просто так, как безымянный. Так что все, всем удачи, ребят. Пока-пока. С вами, как всегда, был Леха и канал Hardplay. Удачи, братишки. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.